Что мы понимаем под противоположностями или оппозициями? Это базовая психическая поляризация явлений, которая, конечно, также представлена не только в психике, но и во внешнем мире. Я говорю о Солнце, Луне, о ночи и дне, о жизни и смерти, о созидании, разрушении и так далее. Молодое сознание человечества – это такой собирательный образ, которое только-только пришло к самоосознанию, стало рефлексировать относительно противоположных явлений в природе – засуха или дождь, стороны света, астрономические явления. Все это наталкивало на парадоксальность, заставляло воспринимать мир дуально. Противоположности – это такие мощные силы, которые противостоят друг другу. И кажется, что они все время находятся в конфликте. Давайте возьмем самый простой пример, может быть, не очень приятный, особенно в наши дни, но это то, как молодое сознание воспринимало жизнь и смерть. Давайте представим, как племя охотится на мамонта. Огромный мамонт, грозный, который вселяет ужас, тем не менее совместными усилиями он убивается, и вот эта туша лежит. То есть сильное, мощное, активное существо вдруг становится мертвым. То же самое происходит, возможно, в этой охоте с одним из товарищей этого молодого сознания. Он замечает, что вот только-только они с копьями бежали на мамонта, а теперь он лежит мертвый. Такие сильные контрасты живого и мертвого порождало стремление объединить их, порождало культуру и религиозные опыты. Каждый день в нашей психике происходит примерно то же самое. Когда мы засыпаем, эго редуцируется, становится менее осознанным. Оно становится более архаичным и инфантильным и спускается вглубь этого океана. Восприятие в сновидении совершенно иное, очень похожее на измененное состояние сознания. Чтобы понять, какова природа ощущений между противоположностью, или, как бы мы сказали, эго захватывается противоположностями, мы это видим в сознательной жизни путем попадания эго, то есть человека, в конфликт. Мы не можем принять решение. И нахождение в этой невыносимой муке принятия решений мы находимся между двумя противоположностями. Быть или не быть, остаться или уйти, погибнуть или жить. Противоположности заставляют нас каждый раз искать способы к примирению их, нахождение чего-то, что могло бы их объединить и успокоить этот внутренний конфликт. Если какой-то конфликт остается неосознанным, то он спускается в бессознательное, и там-то, скажем так, питаясь от этого конфликта, питаясь от этой борьбы противоположностей, могут разыгрываться различные сюжеты. И чем сильнее конфликт, тем более архаичнее эти сюжеты могут выглядеть. Нахождение между противоположностями – это нахождение в сумеречной зоне перехода между днем и ночью, между светом и тьмой. Сумеречная зона обладает одним хорошим свойством. В ней обе силы ослабевают. Ночь уже слабеет, а день еще не вступил в права. Или наоборот. Это нам дает шанс попытаться их примирить. Когда происходит спонтанное примирение конфликта, рождается нечто третье. Как правило, это символическое третье, которое имеет какой-то смысл и несет в себе энергию этих двух противоположностей. То есть вместо конфликта этих сил, вместо борьбы этих сил, мы имеем дело с объединяющим символом. Классическим является инь-ян, древний символ, который включает в себя взаимодействие и союз противоположностей. В бессознательном время нелинейно. События из прошлого, настоящего и даже будущего могут находиться в одном пространстве.
бессознательном могут быть феномены, когда время останавливается, или мы попадаем в волны вечности. Дуальность – это порождение эго для того, чтобы оно смогло объять необъятное, жить в этой реальности, да, приписывая объектам те или иные свойства, объединяя или разъединяя их. Так мы имеем дело с бессознательным, в котором проявляются мощные силы, и если эго не будет справляться с этими силами, то оно сойдет с ума. Эти силы просто разорвут, и эти явления, психотические явления, психоза описываются часто и в мифологии, и в культуре, ну и, конечно, в отчетах о состояниях пациентов. Что тут важно помнить? Есть явления в психике конкретного человека, которые растягиваются во времени. Что-то когда-то началось, продолжилось, а потом в результате вскрытия, в результате анализа было обнаружено. Иногда в сновидении показывается вторая часть или противоположность того события, которое было в реальности, и наоборот. То есть сознание и бессознательное часто взаимодействуют как сообщающиеся сосуды, и не обязательно они должны быть последовательны. Во время анализа сновидений нам человек рассказывает какую-то реальную историю, а противоположность или исход этой истории показывает ему бессознательно. Когда вы пытаетесь вычленить в бессознательном, то есть в материале сновидений противоположности, важно также помнить о том, какие конфликты или какие противоречия вас обуревают в тот момент, когда вы видите этот сон. Потому что бессознательное отражает иногда в перевернутом виде, искаженном виде часть конфликтов и часть противоречий, которые присутствуют у вас здесь и сейчас.